Старица – это мой город. Я вообще просто его люблю. Люблю его прямые, у нас говорят, на просвет улицы. Храмы все исконно русские. Пусть они такие не изысканные, простые, но настоящие. Ездишь постоянно, все замылено. Хотя иногда, когда кто-то везет другой, думаешь, батюшки, город-то какой красивый. А если в интернете почитаешь мнение посторонних людей, думаешь, ой, какой прекрасный город. Я хотел бы здесь жить и работать. В Москве сосед не знает соседа, а мы здесь знаем всех буквально. И здесь тоже марку надо держать. Провинциальные города – это такой замкнутый социум, так скажем, да, где ты чувствуешь себя безопасно, ты чувствуешь себя комфортно, но до того момента, пока ты не совершишь какую-нибудь глупость. В 5 я лег, там, вечером я лег в 10 часов. Я все равно встану в одно и то же самое время. Я что-то не помню, чтобы я на работу опоздал когда-нибудь. Я раньше ходила пешком, я и сейчас пешком иногда хожу. Но это, понимаете, если мне идти чистого времени, это полчаса, мне же просто-напросто не дадут пройти-то. Кроме приветствия еще говорят, давай это, ну, здесь у меня нога болит, здесь у меня с головой что-то не то. Поэтому мне приходится давать советы. Меня зовут Виктор Васильевич, моя фамилия Хатулев. Родился в Старице, всю жизнь работаю здесь, в больнице, зав. Хирургическим отделением. Как здесь дела? Нормально. Так, нога поменьше, да, здесь? Не, лучше нога, лучше. Но вот когда она будет левая соответствовать с правой, или правая левой, то значит тогда... Виктор Васильевич, это так долго, да вы что? Ну, долго. Ну, не все сразу. Москва не сразу строилась. Я пришел не случайно в медицину, потому что моя мать более 30 лет работала медицинской сестрой. Работала в хирургии и в инфекционном отделении. И поэтому эту работу я видел изнутри. Этой работой я пропитался уже насквозь. Так, друг мой Зидан, дай. Ага. Сегодня у тебя как? Нормально. Вот смотри, у тебя уже сегодня поменьше, говорю. Вот когда будет совсем плохо, скажешь. Ладно. Намекнешь левым глазом вот так, ладно? Хорошо. Договорились. Ага, пойдем. Когда человек ложится в больницу, для него стресс. Самый настоящий стресс. И поэтому одними лекарствами здесь дело не поправишь. Здесь нужно начинать работать с головы. Побрился, да? И так и не узнаешь. Ага. Есть прекрасные стихи. Не забывай минувшие печали. Любовь найдя и доброту найдя. А если позабудешь, то едва ли они опять не посетят тебя. Ни прежние надежды и ни вера тебя не отрезвят. И потому былая боль – единственная мера сегодняшнему счастью твоему. Поэтому, чтобы вот так относиться к больным, нужно самому пережить вот это. Я не говорю обязательно, чтобы переболеть. Но нужно, по крайней мере, проникнуться вот этим состоянием с больным. Давайте положу тебя. Вот так, наверное, удобнее будет лежать. Ага. Нет, да я просто поправлю тебе, давай. Поправлю. Центральная районная больница, это, понимаете как, это передний край медицины. Вот последняя операция была, это ножевое ранение. Александр, новый день на стол. Что ты спишь, дорогой мой? Давай посмотрю. Угу. Так, температура есть? Не, нормально. По большому сходил? Да, По большому сходил, да? Нормально. Ага, ну ладно, говорю. Это ладно, это хорошо. Травм много бывает очень. Много аварий бывает. Потому что люди, говорю, думают, если Москва, значит там транспорта много, значит там аварий много. А здесь не меньше, кстати. У нас же как бывает. 2 трактора всего на весь район, и почему-то они обязательно столкнутся. Ну что, сломали? Лодыжку сломали.
Встречаешься с своими коллегами. Я там делаю операцию, значит, и совершенно не волнуюсь. Ну, не может такого быть. Вот не может такого быть. Понимаете, в чем дело? Если ты не волнуешься перед операцией, там, после операции, то это, извините меня, то это человек брошенной профессии. Нет, ты волнуйся, ты переживай. Переживай за себя, переживай за меня, чтобы у нас с вами все получилось. Если где будет жать, мешать, давить, то скажете, ладно? А так в этом сапоге придется вам ходить месяц. Плохо, ну что делать? У нас же, если я прооперировал больного или что-то с ним сделал, все, он в моей голове зависает надолго. Что-то я там делаю, иду по улице, я все равно думаю про него. Ухожу там на огород, все равно то же самое так же. Естественно, он счастливый человек. Если он уже родился, он уже счастливый человек. Если он там говорит, что я несчастливый, такой несчастный, зарплата маленькая, все меня обижают, это просто-напросто одежка, которую нужно снять, выбросить. Человек, он есть, когда без одежды, что называется. Вот у него есть душа и тело. Все, вот это человек. Меня зовут Марина Викторовна Карпухина. Я работаю в библиотеке. Живу в городе Старица. Я коренная старичанка. Люди уезжают тогда, когда что-то ищут. Ну, наверное, я к этому возрасту уже нашла то, что хотела. Нашла место, где хочу жить. Нашла свою работу, свое призвание. Поэтому и осталась. Дома читали много, читали с удовольствием, читала бабушка. Я еще была совсем маленькая, бабушка читала Лермонтова, мы с ней читали Бородино, наизусть помню. Вот, смотри. Это что за дрянь-то? Да ты сам тупой. Я не. Это вода, между прочим, из-под горюч камня. Ну и пей ты эту воду сама. Конечно, когда я пришла на работу, в основном мы занимались обслуживанием читателей. Не было интернета и компьютера, был телевизор с 2 программами, и люди, чтобы чем-то себя занять, читали много. Ну а потом потихонечку с развитием люди стали как бы отходить от реального посещения библиотеки. Но дело в том, что библиотека, она учреждение такое хитрое. Мы же не просто обслуживаем читателей. На самом деле библиотека занимается разными вещами, и мы стоим на 3 столбах. Это информационное обслуживание, это культурное обслуживание, это просветительская деятельность. Сейчас читатель открывает интернет, забивает в поисковик то, что ему нужно найти, ему сразу выдают целый список. Да? Но кто задумывался, откуда там берется эта информация? Задумывались? Задумывались над тем, насколько она достоверна, эта информация? Вот как раз библиотеки сегодня этим и занимаются. Клубы разные. У нас литературные клубы, краеведческие клубы, клуб домохозяек, то есть по интересам. То есть люди собираются в определенное время, обсуждают какие-то свои проблемы, получают какую-то дополнительную информацию. Естественно, они общаются между собой. И это всегда полезно и здорово, когда рядом есть единомышленник, с которым ты можешь какие-то свои темы и проблемы обсудить, о чем-то поговорить. А где родились, там и сгодились, а где сгодились. Да, любая профессия по призванию. Можно, конечно, пересилить себя и заниматься чем-то, вот то, что ты не любишь, то, что тебе не лежит. Но зачем это делать, когда можно найти для себя что-то хорошее и интересное? Смотрите, 7 мая 1945 года постановлением облисполкома было решено
создать в Старице педагогическое училище. Шитков Александр Владимирович, преподаватель Старицкого колледжа, член Союза писателей России, председатель районного клуба «Краевед». Вот эта вот ситуация, она тоже откладывала 42 года общий педагогический стаж. 4000 выпускников точно прошло через мои руки. Как вы уже догадались, нашему педагогическому училищу в этом году или уже колледжу современному 77 лет. Учителем нельзя родиться, им можно только стать, потому что это необычайно тяжелый труд. 50-е годы вакуум. Важно, чтобы мы несли правду, и по истории в том числе, хотя правду по истории нести очень сложно. Но я стараюсь все же больше давать, чтобы они раздумывали. Ведь разрушить легче всего, а восстановить эту память – это очень тяжело. Понимаете, когда в нас насаждали некую идеологическую линию, да, вот, где в противовес понятие «купец», да, вот, наживы, а ведь благодаря этим купцам сегодня и сохранились в Старице и в любом городе мосты, сохранились больницы, библиотеки, музеи. Добрый день, Шитков Александр вас беспокоит. А может такси Октябрьского 10? Мне нужно до монастыря. Привычка такая у меня. Куда не звоню, я везде представляюсь. А здесь, тем более, меня уже знает, только одна фамилия Шитков уже наводит некий шарм. Ощущение есть то, что меня знают. Вот маленький эпизод. 15 лет назад мы издали двухтомный «Я составитель». Огромной работы – это Тверская деревня, Старицкий уезд, где мы сделали описание 792 населенных пункта. Сегодня сохранилось 416. Большинство деревень, которые сегодня сохранились, мне пришлось побывать. И вот, например, я приезжаю в деревню Попадьяно, стучусь в окошко домика, бабушка выходит на крылечко, я представляюсь. Говорю: Шитков Александр Владимирович, краевед, вот. А она так: знаю, чатаем. Справа и слева внизу большая торговая площадь, к сожалению, завалена землей при строительстве моста. Мост был открыт в 1963 году. А вы знаете, вход в монастырь, так же, как и в храм, должен быть со стороны запада. Вот она, западная сторона. Вот они, ворота Иоанна Богослова. Они были когда-то основными монахам, чтобы попасть. Конечно, тяжело. С каждым годом, потому что и возраст уже дает себе знать. И все же работаю без выходных уже сколько лет. Потому что у меня суббота 3 экскурсии, а в воскресенье еще экскурсии. И так каждый год. Понимаете, я уже лет 20 не отдыхаю. Что из себя представляла Старица в начале 17 века? Священнический сан они получали тоже при условии, они обязаны жениться. Самое важное, что для меня это Старица. Все. Здесь я должен до скончания своих дней быть, нести этот крест краеведения, любви к нашему краю, или, скажем, к отеческим гробам, да, вот это тоже важный момент, воспитательный. За последние 2 года сильно продвинулись в этом направлении, то есть дороги стали качественно лучше, появились тротуары освещенные. Это я говорю, просто шучу, когда свет включается на улице Карла Маркса вечером, и как в Лас-Вегасе все освещено. Я Алексей Киселев. Я Валерий Киселев. Мы вместе с братом ведем бизнес в Старице, продвигаем туристическую отрасль на новый уровень. Старица обладает большим историческим потенциалом. Много памятников. Достаточно хорошо сохранилась историческая часть. Тут нет таких застроек идиотических, когда там 5-этажный дом среди старых домов поставили. Тут была одна гостиница муниципальная, гостиница «Волга».
Это такой был аттракцион путешествия во времени. То есть, здравствуйте, 1973 год. Условия были крайне такие спартанские. Завтрак тебе никто не предлагал. Шли в магазин, там нам резали колбасу, сыр. Мы шли в гостиницу, это все ели там в походных условиях. И после 8 часов вечера город вымирал. То есть такое впечатление, что шли съемки, там «Я легенда». Ну, что такое? Когда ты идешь, и только вот там собаки бродячие пробегали, думаешь, где тут люди, тут есть люди. Но, как бизнесмен, ты же можешь немножечко вперед продумать. Мы понимали, что будет работать. Нужно немножечко раскачать все это дело. Вся проблема в том, что когда человек вырастает среди разрухи, для него разруха – это нормальное состояние. Ну, развалилось, ну ладно, ну бывает, да. И в то же время, когда приезжаю там, в Германию, там, во Францию, там, в Чехию, говорят: о, здорово, посмотрите как. А ну а как же так, а почему у нас не так? Это поколение должно смениться. То есть сейчас вот подрастающее поколение, да, молодежь, да, когда она растет в окружающей их красоте, оно по-другому все это, то есть оно впитывает в себя, что это здорово, это классно, а вот забитое и разрушенное – это плохо. Мы реализовали гостиницу 3 звезды, пиццерия у нас пельменное кафе, музей пекарского дела, музей фарфора. Мы каких-то вещей не знали, пробовали это сами, делали. И в процессе работы, когда ты стоишь сам у руля, ты можешь людей скорректировать и показать, вот нужно так. Поэтому практически во всех, да, даже в музеях мы водили сами экскурсии. Мы это искали очень долго, на аукционах у людей, в антикварных магазинах, то есть собирали по всей нашей необъятной родине, чтобы это вот можно было. Вот стояла в огороде, в Великих Луках, стиль барокко, печь. Хотим сделать туристический кластер, то есть чтобы все это работало в комплексе. Одни дополняют других, и все это нужно и востребовано, мы это понимаем. Мы нацелены на то, что, скажем, забрать тех людей, которые работают вахтой в Москве, в Твери, потому что люди должны жить дома. Есть домохозяйство определенное, есть семья, и зарабатывать те же большие деньги там в крупных городах за минусом проживания или дороги. Можно то же самое зарабатывать и здесь. Меня зовут Соколова Светлана Александровна. Работаю я в музыкальной школе. Живу я, конечно, в городе Старице, Тверской области. Для меня Старица всегда было вот каким-то... Я помню только вот солнце, всегда солнце, тепло, на Волгу купаться. Жила я рядом, практически на берегу Волги. Когда вот я ходила в музыкальную школу, а школа в тот момент находилась в монастыре, в корпусе настоятеля. Ну, естественно, все это было нами перелазано, облазано, прохожено. Дело в том, что раньше было радио, и там всегда звучала классическая музыка. Весь кинематограф был построен на красивой музыке. И я музыку любила всегда. У меня всегда что-то в голове звучало. Я очень быстро запоминала мелодии, особенно красивые мелодии. Очень быстро. Естественно, самый любимый композитор – это Моцарт. Ну, конечно. Ну, как же вот Моцарт не любить? Вот вспомните спектакль «Женитьба Фигаро», да, с Мироновым. Ну, с ума сойти можно. Папа меня отвел в музыкальную школу, Царство Небесное, потому что сказал, что у тебя пальчики длинные и поешь ты хорошо. Я и отвел в 7 лет. Сейчас, к сожалению, немножко система поменялась, не такая, как в советские времена было. Как правило, у меня все те, кто учится по развивающим программам, а на развивающие программы берут всех подряд. То есть любого ребенка. Есть ли у него данные, нет ли у него данные.
Ну, ты его учишь, хотя бы чему-нибудь. Это, конечно, нелегко. И очень иногда сильно, эмоционально много отдаешь. Малый, да, но в левый у нас, давай мы сейчас ее повторим, левую, чтобы малую, да? 2, 3, 4. У каждого ребенка есть такая дырочка, через которую, как говорится, Бога видно. То есть есть, конечно, но их надо развивать. Все равно можно любого ребенка научить потихонечку и понимать, слушать, во-первых, слышать музыку. А во-вторых, потом потихонечку петь можно научить. Все можно сделать. Нужно, конечно, терпение. И не только учительское терпение, а родительское терпение. Нет. Это не подвиг. Это просто... Я могла бы, понимаете, не ходить на работу, сидеть дома. Но на работе-то интереснее. Там и с коллегами пообщаешься, и поговоришь, и с детьми пообщаешься. То есть это гораздо разнообразнее, интереснее жизнь. Меня зовут Никита Терентьев, радиожурналист, я из Старицы. Когда я выпускался из школы, я планировал поступить в театральный институт. К сожалению, не вышло. Оказалось, что в театральный пытаются поступить точно такие же короли школьных сцен, звезды своих маленьких городов, и все по факту очень похожи. Я ничем не выбивался, поэтому поступил в Тверь, так как это близко, так как у меня хватило баллов на бюджетное место на кафедре международных отношений. И там, так уж сложилось, тоже начал проводить мероприятия. Меня заметили, попросили для местного университетского телевидения записать большой текст, озвучить, а потом предложили работу на радио. Город Старица Тверской области подал заявку на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. Городские власти планируют благоустроить Комсомольский сквер на ленинградской стороне города. В основном региональные новости состоят из обработки пресс-релизов. Конкурс проводят при участии Центра развития экономики малых городов вместе с администрациями Старицы и Старицкого района. Мы находимся в Старицком Свято-Успенском монастыре, при котором действует Центр духовного развития детей и молодежи «Образ». Сюда я попал в классе в 8-м, и этот центр помог мне встать на тот путь, который в конечном итоге привел меня к нашему с вами разговору. До 8 класса у меня были комиссии по делам несовершеннолетних, у меня была жизнь в приюте, но мне всегда нравилось писать. И однажды я в школе написал сочинение о родном, любимом крае на конкурс в Свято-Успенский монастырь ко Дню славянской письменности и культуры. Это сочинение понравилось. Я выиграл поездку в Великий Новгород вместе с ребятами из центра. Радиожурналистики. Если вы делаете новость, работаете новостником. Там все выглядит примерно так же, да, у нас есть зак, подзак, мясо, как всегда, и бэк. Даже когда ты заканчиваешь школу, ты не рвешь связи с родным городом и с центром «Образ». То есть я числюсь выпускником, но мне нравится сюда приходить, я здесь работаю и общаюсь с ребятами, которые встают на тот же путь, который уже я прошел. Люди возмущены, бреднями, это такое слово не будем использовать, да? Но люди возмущены рассказами о том, какая у них средняя зарплата. Бэк нужен, если у вас новость короткая, и вы хотите ее расширить. Я веду здесь направление, одно из многочисленных, называется «Основы журналистики», и, собственно, рассказываю то, о чем я знаю, о региональной журналистике. Быть большим человеком в маленьком городе – это, конечно, здорово. Но чтобы стать большим человеком, нужно сначала пройти определенный путь. Вот о Шиткове будут помнить, потому что человек, который приложил руку, например, к восстановлению этого монастыря, в котором мы с вами сейчас находимся. А я ничего материального для этого города я не сделал. Хотелось бы, чтобы мной гордились, например, в школе, да, там доска почета, этот троечник достиг чего-то. Хотелось бы. Но пока я полностью посвящен себе.
и стремлюсь сам развиваться без оглядки на то, где я родился. Это какие-то космополитские какие-то, да, такие представления о жизни. Неважно, где я родился, да, данность, я родился в Старице, здорово, но я же не должен здесь останавливаться. Но если я достигну успеха там, то обо мне обязательно вспомнят здесь.